Ну шо, по привету всему свету, Швейцария лишит прав на убежище значительную часть украинских беженцев. Отныне украинцев будут различать в зависимости от региона, из которого они выехали. Швейцария все-таки решила быть первой страной, которая начнет сортировать, которая начнет разделять Украину на восток и запад. Это, конечно, не слишком хороший такой, да, вариант, потому что не все и так гладко между соотечественниками, но вот эти такие вот движения, они не приведут ни к чему, конечно же, позитивному. Швейцария не входит в Евросоюз, но она максимально интегрирована в Евросоюз экономически и всеми остальными аспектами жизни. Так что это решение, и это такой прецедент, это первая страна Евросоюза, которая вот так вот жестко хочет, не побоюсь этого слова, фильтровать, да, либо ограничивать часть украинцев и разделять. То есть, если ты с одной области мы тебя примем, мы тебя возьмем на поруки, мы тебе поможем, мы дадим тебе защиту. В Швейцарии это статус S. Если ты с каких-то другой области, например, да, то мы тебе не дадим, потому что там у тебя, по мнению Швейцарии, по мнению их правительства, там спокойно и все хорошо. По факту, конечно же, ни в одной области Украины спокойно не может быть, потому что в любую область, в любой город, в любое село может прилететь какой-то орешник, скворечник и вся остальная ракетная вот эта булава, которой трясет этот маленький упырь. Это понятно, что нигде невозможно скрыться. Но по факту, если так думать глобально, то и весь мир небезопасен. В любую страну мира может тоже пролететь какой-то орешник, скворечник и все остальные вот эти вот ядерные дубины. Так что не знаю, как это воспринимать, но, конечно, мы сейчас все это, эту статью всю рассмотрим, ознакомимся с этим. Пишите в комментариях ваше мнение, справедливо ли, что Швейцария будет предоставлять только защиту людям, которые с оккупированных территорий и с областей, в которых ведутся боевые действия. А с остальных областей будут рассматривать все в индивидуальном порядке, но вероятность того, что вам одобрит эту защиту, будет минимально, потому что, по мнению Швейцарии, в большей части Украины не ведутся боевые действия, и там можно жить. То есть там спокойные области. То есть города живут в спокойном режиме, и ничего им не грозит. То есть нет такой опасности жизни, как в оккупированных и как в областях, где ведутся боевые действия. Так что пишите ваше мнение, правильно ли это, будет ли это трендом по всей Европе и Евросоюзу и миру в общем. То есть за Швейцарией начнут другие страны, возможно, принимать такие же решения. Или все-таки Швейцария это исключение из правил, это одна страна, которая решила сделать такую вот подлянку, поганку украинским беженцам, да, из западных областях и центральных, я точно не знаю, там они будут сами как-то даже решать, писать, какие области входят, не входят, каким давать, не давать, пока точной информации на этот счет нету, но Швейцария первая, которая завела эти вопросы, начала задавать и отвечать на них вот такими вот движениями. Так что жду в комментариях ваше мнение по всей этой ситуации, что будет дальше с беженцами украинскими в Швейцарии и в общем в мире. И давайте, конечно, если вы находитесь в Ирландии, как и я, немножко подискутируем и вы скажите свое мнение по поводу Ирландии. Что же Ирландия придумает для украинцев? Оставит всех, либо тоже будет делить на категории? С этой области даем защиту, с этой не даем, то есть будет как-то разделять, да. Не знаю, что точно будет, будем следить за всей вот этой вот ситуацией и следить за информацией. Не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Много людей смотрит, но большинство не подписывается на канал. Тем самым вы будете пропускать мои ролики. Если вы подпишетесь и поставите колокольчик, вам будут приходить уведомления, и вы моментально сможете зайти, пролайкать, либо поставить дизлайк, написать комментарий, либо написать какой-то негативный комментарий, прохейтить меня, сказать, что я делаю что-то не так, говорю что-то не так. То есть это ваше право.
А YouTube любит активности. Он любит, когда на канале ведется активная дискуссия, когда ролики лайкают, когда идет жара полным ходом. Так что всем спасибо за ваши подписки. Но не забывайте, что вы можете стать спонсором моего канала. Уже есть первый ролик эксклюзивный для спонсоров. Там я рассказываю, как найти, как я и моя семья нашли дешевое жилье в Ирландии. Мы его сняли. Там есть ссылочки на агентство недвижимости, которыми мы пользовались и которыми вы сможете тоже пользоваться, если вы оформите подписку. Она стоит всего лишь 99 центов, самая дешевая. Можете зайти, посмотреть, и возможно вам эта информация поможет. Также не забывайте про сервис PaySend для перевода с карты на карты. С перевода с европейской карты на украинскую карту. Если вы регистрируетесь по моей ссылочке, которая будет в описании, и вот здесь вот в углу, то от 1 до 5 переводов для вас будет бесплатно. То есть регистрируясь по моей ссылочке, вы ничего не теряете, а только приобретаете. Вы сможете пользоваться качественным сервисом, которым лично я пользуюсь каждый день. Переводы моментальные. 1-2 минуты и деньги уже на вашем счету, либо ваших близких, либо ваших друзей, либо что-то вам нужно по работе. Так что пользуйтесь проверенными сервисами, подписывайтесь на канал. Всем добра, позитива, а мы продолжаем рассматривать, что же там придумала Швейцария для украинских беженцев. Отныне украинцев будут различать в зависимости от региона, из которого они выехали. Швейцария хочет лишить прав на убежище граждан Украины, которые проживали в тыловых регионах. То есть вы живете в Швейцарии, вы из той области, где все спокойно. Ну, в смысле, не спокойно в общем и целом, да, а спокойно с той точки, что нету на вашей территории, на территории вашей области нету российских войск. То есть нет оккупационных войск, нету там вторжения прямого. Я понимаю это так, потому что по-другому мне непонятно, как они еще собираются это интерпретировать, как это людям разъяснять. В понедельник Палата представителей частично одобрила предложение Сената об ограничении на выдачу разрешения С. То есть украинцы живут по разрешению С. Это как в Германии параграф 24, в Ирландии желтый лист и во всех других странах различные, да, виды, ну, разрешений. По факту это все временная защита, temporary protection, но просто в каждой стране называется это по-разному. Украинцам, которые бегут от войны, решение приняли 96 голосами депутатов против 87. Согласно проголосованному предложению, при предоставлении статуса С на право проживания в Швейцарии украинцев будут различать в зависимости от того, где в Украине они проживали до выезда из страны. Защита должна предоставляться только тем, кто живет в спорных территориях Украины или на территории полностью или частично оккупированные Россией. Тем, кто жил на территории под контролем Украины, где нет боевых действий, больше не следует предоставлять статус С, пишет швейцарское издание. Так что по факту теперь, ребята, получается, Швейцария будет принимать, как я понимаю, людей, оккупированные Крым полностью, Луганская область, Донецкая, да, уже больше половины оккупирована, то есть я с Донецкой области, Харьковская ведутся бои, Херсонская, Запорожская, то есть уже 6, да, не знаю, будет ли входить Николаевская, да, потому что она как бы очень близко, там не слишком много, да. Ну и Полтавская, Сумская, они тоже там постоянно под какими-то обстрелами, и у них там есть вероятность. То есть по факту вот так вот, да, если на пальцах посчитать, ну около 9 областей они могут разрешить этим людям из этих областей подаваться на убежище в Швейцарии, чтобы получить статус С. Как мне понятно, все остальные люди, которые живут во всех остальных областях Украины, они не могут подаваться, то есть нет, право у них есть податься. Ну, как я понимаю, в 99% будет отказ. Вот такие вот у нас не слишком приятные, еще раз повторяю, новости, потому что, получается, Швейцария разделяет украинцев. Это не слишком хорошо. Я даже хотел сказать так, что нужно все-таки всех индивидуально рассматривать. И в Донецкой области еще есть города, где люди спокойно живут, и где не то что спокойно живут, но не так интенсивно, да, все это происходит. Есть Полтавская, Сумская, там тоже многие села
уничтожены почти под ноль. Так что все нужно рассматривать, мне кажется, в индивидуальном порядке. И такие заявления, они не укрепляют сплочение, они не дают какие-то позитивные нотки, они только разделяют людей. И это, конечно, не слишком правильно. Они могли просто сказать, что мы теперь будем всех, да, украинцев рассматривать отдельно. И, там, например, в первую категорию будем давать убежище тем, которые это по-настоящему, ну, которым это по-настоящему надо. Кто потерял дом, чья территория оккупирована, чей дом уничтожен. Вы понимаете, что ракетные обстрелы были там и в Ровенской, и в Закарпатской, и в Львовской областях, и многим там уничтожили их жилье. То есть, например, если человек со Львова подаст, так сказать, мне негде жить. Все, дайте мне, я хочу. Ну, как бы не то, что дайте, я хочу. Мне негде жить, вот я по факту реальный беженец, у меня ничего не было, было все, сейчас ничего. Такое возможно? Конечно, возможно. То есть, так почему этому человеку не дать, если он в прямом смысле он пострадал от войны, то есть у него ничего нету. Вот это тоже мне непонятно. То есть мне кажется, что нужно всех просто рассматривать индивидуально и помогать тому, кому это ну, по-настоящему нужно. Если человек поддается, говорит, я с Бахмута, мой город оккупирован, мой дом уничтожен под ноль, у меня ничего нету, кроме 2 чемоданов, ну, понятное дело, что ему дадут защиту, да, не тому человеку, у которого в Киеве 2 квартиры, он их сдает, он приехал на хорошей машине, говорит, дайте мне защиту, потому что я украинец. Ну, вот это, конечно, немножко несправедливо, и вот в таком случае это было бы правильно, а именно писать по областям именно, это немножко как-то не так. Просто индивидуально рассматривать каждую заявку каждого украинца, смотреть, что у него есть, как. Может, человек с Донецкой области, а у него есть пару квартир и домов в Днепропетровской области, вы понимаете, да, то есть по факту он может просто переехать и жить безопасно там. Так что это все, мне кажется, должно быть индивидуально. А вот такие вот заявления, они просто немножко разобщают. Это лично мое мнение. Пишите свое мнение обратно же в комментариях. Э, Так, смотрите, отмечается, что принятые поправки касаются только украинцев и не распространяются на других искателей убежища по статусу С. Что принятая поправка касается только украинцев. Ага, только украинцев, вы понимаете, касается только украинцев. Все остальные, кто поддаются, как я понимаю, статус С, он общий для всех, походу, в Швейцарии, потому что вот этот момент я, не скажу честно, не изучал, что за статус С. Понятное дело, дает он право на проживание, на работу и на все там бенефиты, это понятно. Как писала Униан, уже более половины украинцев, которые выехали из страны из-за российского вторжения, не планируется возвращать обратно, возвращаться. То есть большинство беженцев, которые ехали в Европу, они не собираются возвращаться, они не хотят. По крайней мере, такова результаты социологического опроса, проведенного среди украинцев в Германии. Также мы рассказывали, что украинские беженцы вернулись в Украину, если здесь станет безопасно и будут перспективы для нормальной жизни. В противном случае люди останутся за границей, возможно, переезжая в какую-то другую страну в поисках лучших условий. Это так вкратце описали. То, что многие здесь, в Ирландии, я прям общаюсь с людьми, многие хотят вернуться. Многих ностальгия, многие верят в будущее светлое в Украине. И они, если война закончится, то, я скажу так, большая часть, я думаю, так процентов, возможно, 30-40 точно сразу уедет. Буквально там в первые пару месяцев после того, как война закончится. Вот реально, просто сразу в первые пару месяцев люди уедут. Не забываем, что как только закончится война, то сразу все плюшки, все статусы, все закроется, и всем все придется делать, как это было до войны. То есть со всеми разрешениями, с визами на работу, с визами на проживание, на разрешение на работу. Все это придется по новой, по новой на все это подаваться и все это получать. Так что если человек уже уедет, то это будет по факту билет в один конец, и обратно вернуться ему уже будет практически нереально в ту или иную страну Европы, обратно получить все вот эти вот привилегии. Так что Швейцария, да, первая, которая вот так вот заявила, которая приняла такие вот жесткие, я считаю, правила и условия вот этого вот предоставлять, да, вот этот статус С. Но вы все понимаете, что 25-й год уже на носу, там 26-й, и все потом сколько уже, 5 миллионов украинцев, которые находятся в Евросоюзе и в Европе, с ними нужно что-то делать, их нужно как-то легализовать по-настоящему.
и нужно все-таки не такое количество людей, именно тех, которые сидят на пособиях и на всех вот этих вот бенефитах, социалах. Придется все-таки кого-то отсеять. И каким способом собираются они отсеять? Первый способ это, конечно же, все отменить, все откатить до того, как было до войны, и многие просто не потянут ту или иную страну и уедут, и ограничить обратно же выдачу разрешений по областям, вот так вот фильтруя, да, людей, и, возможно, даже задним числом они могут даже взять, сказать, что все, мы вот этих людей оставляем, вам мы уже ничего не предоставляем, так что покиньте, либо, ну, оставайтесь, только платите за себя, работайте, да, то есть, вы понимаете, такая страна, как Швейцария, она очень дорогая, она очень просто дорогая. Думал, что Ирландия дорогая. Еще нет. Швейцария, Швеция, там, Норвегия, хватает стран Скандинавии, которые очень дорогие, там очень сложно закрепиться. И там, чтобы получить гражданство, там нужно чуть ли не 10 лет жить. То есть, все очень сложно. То есть, интеграция проходит, ну, прям максимально сложно. То есть, они максимально хотят затруднить и снизить вообще поток беженцев, мигрантов, чтобы, как говорится, Швейцария оставалась для швейцарцев. Как-то так, вот такая вот у нас новость, такие вот у нас события происходят в Швейцарии. Это, конечно, было все прогнозируемое, потому что все страны потихоньку говорят о том, что нужно уже, и Шольц заявил, что нужно украинцев больше мотивировать, и нужно, чтобы либо ты идешь работать, либо мы тебя как бы, ну, не выгоняем, либо езжай домой. То есть, в прямом смысле, уже вся Европа гудит и говорит, что нужно политику по отношению к украинским беженцам менять. Это не я выдумал, этого не я хочу, это заявляют лидеры стран Евросоюза и Европы. Так что с этими словами, с этими движениями нам всем нужно считаться. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи, держу в курсе.